посмотрим, что у нас внутри. Внутри у нас пирамида. Какое лицо, ребята, посмотрите на это лицо. Какая глубина проработки. Вот это все ведь сделал кто-то вручную, при помощи, понятно, какого-то инструмента. Явно не зубило и молоток. Так что на самом деле стыков-то, конечно, не было. Это видно вот здесь, да, то есть они нулевые были. И колонны, конечно, потрясные. Колонны, вот посмотрите, обработочка, все как надо. Вот это колонны. Слушайте, а сколько тут метров-то? Ну и самое шикарное, что мы тут видим, это вот этот вот лингам. Друзья, всем привет! С вами, как обычно, канал Мир на блюдечке из Камбоджи. Я сейчас нахожусь возле стены города Анкор-Том. Анкор-Том переводится как «большой город». Впрочем, у меня на канале уже было много видео, которые посвящены объектам, находящимся в этом городе. Сейчас конкретно я нахожусь у так называемых ворот смерти. Это восточные ворота, которые получили такое вот не очень-то и вдохновляющее название. Но, тем не менее, очень интересные ворота. Здесь совершенно не бывает туристов. Как иногда, конечно, кто-то забредает, но в общем и целом туристов здесь нет. Вы видите ров. Да, вот этот ров окружает город. Город 3 на 3 километра. Вот эта вот стена из латерита. Гигантская стена, высоченная стена из латерита. 3 на 3 километра, а здесь у нас, собственно, ров, который этот город окружал. В центре города Анкор-Том, как многие из вас знают, находится храм Байон, да, тот самый нелепый храм Байон, о котором у меня тоже есть видео, очень рекомендую посмотреть. А здесь, в общем-то, сплошные развалины, руины. Сейчас я заеду в этот город, да, через вот эти вот чудесные ворота, и мы поедем к группе храмов, которые называются Преа-Питу. Такое вот название, которое получили несколько храмов, находящихся рядом друг с другом. То есть, в принципе, нельзя сказать, что они каким-то образом между собой связаны. Да, то есть так заявлять мы тоже не можем, но тем не менее находятся они рядом, поэтому всех вот так вот и назвали. Группа храмов Преа-Питу. Что ж, давайте поедем, посмотрим, что это за храмы такие. А храм действительно удивительный и необычный. То есть это не совсем то, что вы привыкли видеть в моих видео. То есть это не Ангкор-Ват, это что-то другое. А что это? Давайте посмотрим. Друзья, смотрите, я еду сейчас по этому городу Анкор-Том. То есть город у нас построен в конце 12 века. Согласно сведениям разнообразного характера, да? Этот город выглядел как Венеция, то есть он весь был изрезан сетью каналов. Сейчас здесь, как видите, джунгли, самые настоящие джунгли. И некоторые места расчищены, там, где был королевский город, там, где какие-то значимые храмы. Вообще город, конечно, большой, да, 3 на 3 километра, то есть 9 квадратных километров. Но это всего лишь часть была столицы, укрепленная часть, которая находилась, можно сказать, в самом центре. А сама столица была, конечно, значительно больше, и в ней проживало 2 миллиона человек. Итак, друзья, я приехал, я сейчас нахожусь, не в центре, конечно, Анкор-Тома, потому что в центре находится храм Байон. Нахожусь я, скажем так, в северо-восточном углу этого города. Эти пейзажи вам уже вообще должны быть знакомы, да, вот эти вот 12 башен, которые, опять же, неизвестного предназначения, да, то есть они не были храмами совершенно точно, но что это были за башни, мы не знаем. Куча, конечно, каких-то засыпанных артефактов. Видите, вот здесь была когда-то крестообразная терраса, которая вела дальше к тому зданию, которое, дальнее здание называется Кленг. Что от нее осталось. Засыпа здесь очень много, вы это знаете. Не буду лишний раз об этом говорить. Или же, наоборот, не устану это повторять.
Там у нас терраса Прокаженного Короля, терраса Слонов, которая сейчас активно реставрируется. Вот. А мы отправляемся вот в тот самый северо-восточный угол Анкор-Тома, где и находится несколько храмов, объединенных в один комплекс. Ну, объединенных уже, естественно, в наше время, просто для удобства так обозначили. Храмы группы Приапиту. И начнем мы с вами с ближайшего храма здесь. Храм под буквой Т. Да, я должен сказать, что раньше эти храмы все были обозначены буквами. И лишь в последнее время, вот буквально в последние годы, я не знаю точно когда, но достаточно недавно они получили наименование. Да, опять же, давайте вернемся к вопросу о наименовании храмов. Да, что все храмы, практически все храмы, скажу вам, за исключением двух, вот, например, в Анкоре, за исключением всего лишь двух храмов, все остальные имеют названия, имена носят, которые им дали уже, ну, можно сказать, в наше время, или там век назад, 2 века, 3 века назад, неважно. Вот, и начинаем мы с вами, как я уже сказал, с храма под буквой Т, который получил название Косак. Вот давайте сейчас прям подойдем к табличке и изучим ее. Что там у нас написано, какой век. Дело в том, что с хронологией всех этих храмов большие проблемы. И то, что написано на табличке, а вот на табличке написано ранний 12 век, и это не совсем соответствует действительности, то есть это вообще-то оспаривается многими исследователями. Точно так же, как и непонятно происхождение вот этой вот крестообразной террасы, которую вы видите перед собой, вот с этими вот изумительными круглыми столбиками. Да, а происхождение этой террасы тоже не ясно, то есть была ли она построена позже или она была построена вместе с храмом, этого мы не знаем. Но знаем мы точно, что храм сей был посвящен богу Вишну. Ну, я сказал точно? Нет. Это я оговорился. Конечно, ничего точно мы здесь знать не можем. Ну ладно, давайте уже пойдем. На входе нас, как обычно, встречают наги. Хорошие наги, на зубки всегда смотрю. Ну так, но все равно хорошие, красивые были. Замылились изрядно, но были когда-то красавцами. Вот тут еще один. Вот мы вступили на эту крестообразную террасу. Крестообразная терраса – это типичный элемент кхмерской архитектуры. Это я не устаю, опять же, повторять. Ну, не все же смотрели все мои ролики, да, поэтому уж вы, опытные, так сказать, зрители моего канала, не обессудьте, если я постоянно повторяю одно и то же. Итак, как говорится, ранний 12 век, да, но есть некие сомнения, потому что кое-какие элементы указывают исследователям на то, что этот храм, возможно, был построен и раньше. Сам город, вот этот вот Анкор-Том, в котором мы находимся, это считается поздний 12 век, либо вообще ранний 13, да, то есть все вот эти храмы, ну, впрочем, как и вот эти башни, впрочем, как и вот те террасы, и Королевский город, который находится за этими террасами, это все стояло здесь раньше. В конце 12 века всего лишь навсего огородили это пространство. Дерево, конечно, растет здесь, ого-го. Очень красиво, очень красиво. Давайте же зайдем и посмотрим, что у нас внутри. Внутри у нас пирамида. Опять же, повторюсь, да, засып. Повторюсь, что Камбоджа – это страна пирамид. А вот посмотрите на засып. Вот такой вот засып. Да? Сначала что-то все занесло глиной, ну а потом уже обрушилась верхняя конструкция. А вот эта ограда меня, в принципе, производит впечатление вторичное. Он на меня идет, обезьяна, надеюсь, не на меня. Вот, мы с ней играть не будем. Да, очень много диких обезьян развелось нынче в Анкоре. Раньше их не было, но вот после пандемии, после того, как здесь исчезли люди, да, на некоторое время обезьяны опять появились. Ну, что я вижу по поводу ограды, что я могу сказать сразу, что она, ну, производит впечатление вторичной, конечно.
Потому что 10, 11, неважно, ранние 12 века, это все у нас фантастические постройки, как тот же Анкор-Ват. Да? А здесь мы видим, посмотрите, какие маленькие блоки. Посмотрите. Очень маленькие блоки, и у меня лично ощущение, что они где-то что-то разобрали, и из этих блоков здесь что-то сложили. Давайте уже зайдем внутрь, наконец-то. Опять же, дверная коробка, да, мы привыкли, что дверные коробки всегда выглядят у нас идеально. Ну, а здесь, конечно, все это очень и очень далеко от идеала. Все это очень похоже на тот самый храм Байон, а вот мы уже и внутри. О, пирамида. Небольшая пирамида, конечно, но тем не менее эффектная. Посмотрите, какой классный пьедестал здесь, ну или йони. В принципе, тут есть спуск. Конечно, не отшлифовано, простите, не отполировано все, как мы привыкли видеть на подобных постаментах где-нибудь там 10 века, да. Но отшлифовано хорошо, да, гладенько, конечно, все. Гладенько, гладенько. Действительно, вот очень сильное впечатление вторичности этой стены. Если, конечно, это не сложили французы. Ну, даже если это сложили французы, они же с чего-то же складывали. У них же не было вот этой дурацкой манеры, как сейчас. Вот слышите, песчаник пилят. Вот, это пилят песчаник. Нас будут обманывать. То есть будут ставить новые камни, а через 10-20 лет эти камни покроются точно такой же патиной, и уже нам будет не понять, кто это делал, древние, или же это сделали буквально 10 лет назад. Кстати, вот стою возле довольно мощного блока. Прям впечатляет. То есть вторичность здесь наверняка присутствует. Ох, какое лицо! Какое лицо, ребята! Посмотрите на это лицо. Ну, это, конечно, вряд ли 12 век. Это что-то пораньше, мне кажется. Ну, в принципе, я думаю, для вас особой разницы нет, да, там 10, 11, 12, чего он так тут возбуждается на эту тему. Но дело в том, что 10, 11, 12 века – это совершенно разные века в развитии Камбоджи. Вот, поэтому это, в принципе, важно. И вот этот барельеф потрясный. Посмотрите, какая глубина. Какая глубина проработки. Вот это все ведь сделал кто-то вручную, при помощи, понятно, какого-то инструмента. Явно не зубило и молоток. Вот, давайте внимательно посмотрим. Не знаю, насколько тут хорошо видно. Ну, какие-то... Нет, я не вижу, честно говоря, следов инструмента, потому что там, где мне кажется, что это след инструмента, это просто какой-то скол, как здесь, да. Но сделан, конечно, изумительно. И это все у нас розовый песчаник. Самый твердый сорт песчаника. Не так уж легко поддающийся обработке, не такой пластичный, как вот этот, скажем, песчаник какой-то серый, наверное. В Камбодже песчаника очень много сортов, поэтому неудивительно. Так, ну что, давайте попробуем подняться наверх. Французы прозвали вот такие вот пирамиды храм-гора. Стыдливо так прозвали храм-гора. Почему-то избегая именно вот наименования пирамида. Господи, ребят, ну это просто пирамида. Здесь, кстати, интересный барельеф, который, ну, смотрите, вот сейчас я вам попытаюсь рассказать. На самом деле то, что мы видим здесь, это похоже на пахтание Молочного океана. Почитайте, пожалуйста, кто еще не знает, что такое пахтание Молочного океана, потому что очень долго пересказывать эту историю. По сути, боги и демоны объединились, чтобы добыть напиток бессмертия Амрита. И всем этим процессом руководил Вишну. Обычно в центре композиции всегда находится Вишну. Но здесь у нас большие сомнения, потому что явно женские груди у фигуры, да, то есть фигура очень напоминает женщину, ну, впрочем, и лицо. Ну, хотя по лицу сложно судить. А так вся композиция абсолютно соответствует канонам, да. Боги и демоны
тянут змея. Вот, то есть у нас наверху, очевидно, Индра. Очень плохо сохранился. Внизу, по идее, должна быть черепаха, но вот черепахи, кстати, и нет. Но это однозначно девушка. Почему, что, как, никто не знает. Да? Этот барельеф, опять же, окутан тайной. Вот, что у нас здесь внутри? Ну, внутри у нас просто вот такая вот камера. Просто вот такая вот камера. Очевидно, здесь когда-то было что-то типа святилища. Да, но сохранилось очень мало всего. Что у нас тут с дверными проемами? Тоже, посмотрите. Такое ощущение, что это французы перекладывали. Знаете почему? Потому что, видите, вот бетон. Вот. Ну, либо французы, либо кто-то по их технологиям реставрировал. И поставили вот такую вот бетонную арку прямоугольную, поддерживающую, да, то есть здесь происходил процесс реставрации, поэтому мы вряд ли можем что-то определенное сказать по поводу качества строительства здесь. Ну, вот эта стена, она, в принципе, судя по всему, родная. Ну и, конечно, стыков мы их видим, мы видим не стыки, ребят. Это всего лишь навсего выщербины. Ну, потому что песчаник эродирует, где-то кусочки отваливаются, а он вот так вот эродирует, видите, вот, просто откалывается. Так что на самом деле стыков-то, конечно, не было, это видно вот здесь, да, то есть они нулевые были. Но башня эта была сильно разрушена, то есть ее подшаманили, подреставрировали, ну, поэтому имеем то, что имеем. Следующий храм находится сразу же за этим храмом. Вот сейчас он реставрируется. Я не очень уверен, что я смогу туда попасть внутрь. Но я, тем не менее, попробую. Но мы еще с этим не закончили. Значит, смотрите, пирамида имеет входы со всех 4 сторон. Ну, колонны у нас, как обычно, здесь богато украшены, но, к сожалению, очень сильно подверглись эрозии. Там у нас, опять же, есть деваты, то бишь богини. Изображены справа-слева от входа. Давайте посмотрим, как оно здесь выглядит. Мало ли что интересного. Солнце светит прямо в глаза. Нет, ну здесь мы... Ну вот, видим еще одну девушку. Да. И все. То есть, конечно, видно, что пирамиду эту сильно-сильно пересобирали. Да, как видите, туристы не очень-то активно посещают такие монументы, ну, которые, скажем так, второстепенные, вторичные. А нам все интересно, потому что мы-то хотим все-таки разобраться в истории всего, что здесь происходило. А это не так-то просто. Если не изучить все постройки, то вряд ли мы сможем разобраться в том, как это строилось. Потому что каждый храм что-то новенькое. Ну, здесь пока ничего вроде особенно новенького не увидел, но тем не менее. Ну, как не увидел? Увидел барельеф с девушкой вместо Вишну. Ну, либо это Вишну так изобразили каким-то, я не знаю, андрогином, что ли. Давайте посмотрим. Внизу у нас основание никто не пересобирал, поэтому оно, в принципе, оригинальное. Да. Пол тоже, кстати, оригинальный, тоже не пересобранный. Ну и, судя по всему, подогнаны все были плиты тоже идеально. Опять же, видим мы неровные плиты, да, они под разными углами друг с другом соединяются. Тоже, в общем-то, фантастика, надо сказать. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Вот высококачественные, абсолютно высококачественные барельефы. Вот эти вот листики, тут даже придраться не к чему. И внизу уже нам оценивать сложно, потому что здесь уже все замылилось окончательно. Пьедестал меня, конечно, потрясает.
Из одного блока сделан песчаника, обратите внимание. Из одного блока песчаника. Так, что же у нас тут есть еще? Монахи вот тоже пришли посмотреть. Правильно, хоть кто-то должен же сюда прийти. Да, основание пирамиды из латерита, судя по всему. Да, то есть внутри, скорее всего, находится латерит. Есть ли там какие-то помещения внутри? Слушайте, это на самом деле вопрос. Это на самом деле вопрос. Везде пишут, что нет, а на самом деле может быть и да. Потому что буквально вчера я ездил в район храма Бен-Мелея, где посетил тоже одну совершенно никому неизвестную пирамиду. Это же гигантская пирамида, которая, ну, более чем наполовину под землей до сих пор еще находится. И там вообще разрушен восточный вход в эту пирамиду. И такое ощущение, что там была внутри камера. Причем это не мои додумки, это прям исследователи говорят, что да, вероятно, там внутри была какая-то камера. Поэтому, есть ли какие-то потайные помещения в этих пирамидах, мы на самом деле не знаем. Но так как постройки не стандартизированы в Камбодже, то есть каждая постройка индивидуальна, то на самом деле очень сложно делать выводы на основе изучения нескольких построек. Да, надо прям реально изучить их сотни, чтобы найти в них что-то общее. Ну, конечно, так видим, много общего, безусловно, но тем не менее. Так, рановато, наверное, я пришел, реставраторы еще не закончили работу, надо было приходить часам к 5, да, и тогда бы... Тут интересный тоже рисунок. У меня ощущение, что как будто бы они не доделали вот эту вот часть, да, то есть как будто бы она подготовлена, но барельефы были не нанесены. Ну, либо это было так и задумано, сложно сказать. Сейчас, наверное, не буду ради этого обходить снова всю пирамиду, чтобы понять. А так представьте себе, да, везде вот мы смотрим внизу, все в барельефах. Причем это не просто какие-то узоры. Вот, например, здесь мы видим человечка какого-то на углу, да. То есть тут прям сюжетные какие-то линии, но не обязательно, да. Есть и просто узоры. По-разному украшали эти храмы. Опять же, нет никакого однообразия. Тоже какой-то был шикарный барельеф, но, к сожалению, отвалился. А вот внутри, кстати, как выработано, видите? Тут вот был какой-то еще типа цветка, да? Вот он отвалился, а вот так вот внутри это все проработано. Смотрите, как четко. Вот эта линия заканчивается. Ага. Интересно, да, как они вот так изнутри выбирали, то есть представьте себе, здесь вот такая еще круглая розетка из камня, и у них при этом вот это все как-то выбрано, или вот здесь, а это тоже все закрыто было розеткой из камня, а вот как, я не знаю, маленький кубик, опять же поверхность гладкая, ну дырочки, так скажем, не идеальные, но тем не менее вполне себе ровненькие. Ну вот и центральная дырка, которая просто выбита каким-то зубилом. Вот что это за кубики, да, мы до сих пор так и не понимаем точно. Потому что, ну, в Индии они тоже были найдены, но они, как правило, выглядят совершенно не так идеально, как здесь в Камбодже. То есть такое ощущение, что индийские это глубоко вторичные, да, на чем я и настаиваю постоянно, но я еще в этом не уверен, но тем не менее хочу сказать, что мне кажется, что Индия это как раз вторично по отношению к Камбодже. Ну и кубики там вторичные, они просто такие кривые, косые, как правило, и там в них закладывались какие-то драгоценные камни, там золото, я не знаю. Но для чего они были нужны изначально и почему они такого высокого качества здесь в Камбодже, я не понимаю. Да, слушайте, тут очень много всего внутри. Прям я даже не представляю себе, где все это находилось. Пирамида сама по себе небольшая, а камней здесь лежит просто тьма.
Притащили их сюда специально, что ли? Ну, понятно, может, даже не сейчас, может, даже и давно. Ну, интересно. Ладно, посмотрим. Я там еще один какой-то крохотный барельефик увидел. Быстренько пройдем. Вот он, этот кубик. Где? А, вот здесь я видел еще барельеф. Мимо прошел, не заметил. Здесь у нас, смотрите, ну, блин, и этот тоже я что-то как-то не очень припомню именно вот такого вида. Такие маленькие фигурки, вот, видите, моя рука. Каких-то то ли божеств, то ли танцовщиц. Сложно сказать, да, в силу размытости. Наверное, танцовщицы. Но врать не буду. Они не подписаны, в конце концов. Так, ну что ж, друзья. А, кстати, вот тут какое-то уже уродство. Видите, вот это уже по-любому какой-нибудь 14 век. Не раньше. Вот так. А вот рядышком лежит камушек. Уже посмотрите, какой изумительный барельеф на нем. Кстати, вот что интересно, что еще связано с этой пирамидой. Здесь были найдены лингамы. Несколько лингамов, вообще 3 лингама было найдено, а один из них, вот посмотрите на картинку, я ее даже нашел, он очень интересный, он вообще не похож на все лингамы, которые находят в Анкоре, находят в Анкоре. Вот. Он небольшой, всего лишь 26 сантиметров, диаметр у него 15 сантиметров, вот. Ну и лингам этот украшен еще и фигурами. Да, мы там видим на этом лингаве Шиву и его Шакти на Нанди, Вишну на Гаруде, Брахма на Хамсе и еще какое-то непонятное божество, возможно, Кубера, которое сидит на цветке лотоса. Вот. Такой вот интересный лингам был здесь найден. Может быть, он вообще не отсюда, его привезли откуда-то с Явы, да, потому что он яванский немного напоминает. Ну да ладно, сейчас мы переходим в следующий храм. Оба этих храма находились на острове, окруженным рвом. То есть фактически это был один комплекс. Сейчас мы пойдем туда, вот как раз где реставрация происходит, куда нас не пустят. Храм носит букву У изначально. Ну, давайте латинскими буквами пользоваться, не английскими, а латинскими. Так и скажем, буква У. Вот, изначально, значит, это у нас буква У. А недавно он получил название Чом. Но я боюсь, что я в него не попаду. Он вот как раз вот, подвергся вот этой безобразной реставрации, когда используются новые блоки камня. Ой-ой-ой-ой-ой, вот мы как раз это там все и видим сейчас. Посмотрите на этот ужас. Посмотрите, видите, сколько там светлых камней? Вот это все новое. А где тут старые, я уже даже затрудняюсь. Вот в чем смысл этой тупой реставрации? Объясните мне, пожалуйста. Они просто фигачат новодел. Посмотрите, как реставрировали французы. Да, любо-дорого, только что мы видели. Ничего нового там не было. А где потребовалось что-то новенькое, там у нас был бетон. Вот вам, пожалуйста, на одном пространстве у нас находится 2 образца разных подходов к реставрации. Вот это у нас нормальный, человеческий, французский подход к реставрации. Вот. А это у нас современный подход к реставрации, совершенно безобразный. Оставим эту буковку У и пойдем дальше. Нас ждет еще много всего интересного. Итак, друзья, следующий храм у нас под буквой В. Мы опять упираемся в какую-то террасу. А здесь внизу мы видим вот такие вот замечательные колонны. Колонны, конечно, потрясные. Колонны, вот посмотрите, обработочка. Все как надо. Все идеально, не прикопаешься. Здесь у нас, кстати, вот, пожалуйста, огромное количество следов от какого-то резца, да, то есть это был какой-то токарный станок.
На каком токарном станке можно делать такие большие колонны, я, честно говоря, не очень понимаю. Ну вот тут вот все видно, да, насколько все четко было сделано. Когда-то все немножко затерлось. Вот, и это все уходит вот туда дальше. Терраса у нас это крестообразная. Вот опять следы засыпа, видите? Я же говорил всегда, да, что эти храмы расчищались. Давайте поднимемся все-таки наверх. И попробуем пройти к храму, который носит теперь название Даумеа. Ох, какая длинная дорога. Какая длинная дорога. То есть этот храм, который мы пока еще не видим, мы видим только вот эту вот крестообразную террасу. Он построен в начале 12 века, как говорят. Вот, видите, она такого крестообразная в плане. Говорят, что это начало 12 века, то бишь время постройки Ангкор-вата. Но, опять же, никаких надписей в этом храме найдено не было. То есть мы точно не можем сказать, какого он века, тем более, какого он года постройки. Вечер уже, и там в храме буддийском затянули молитвы. Вот, здесь у нас, ну, круто, да? Они говорят, что вот эта терраса, она имеет отношение к храму, который находится вот там. Вон мы к нему сейчас идем, да, вдалеке. В связи с этим вопрос, а спускались с нее как? Походу опять приврали. Знаете, на что я сейчас наступил? На кубик. Смотрите. Вот эти вот чудные кубики, которым место в музее, они их здесь используют как ступеньки. Ну, я не знаю, что это за варварство такое. Ну, серьезно. И как вот с этой террасы люди сходили, чтобы пройти дальше к храму? Ведь официально-то это все относится вот к тому храму. Я не шучу. Ну, давайте пройдем по вот этой дальше дороге из латерита. Вот там мы только что были. За деревьями прячется та самая маленькая пирамидка. Или же храм под буковкой Т. Ну, а вот это вот терраса, на которой растет какое-то совершенно удивительное, уникальнейшее дерево. Вот этот храмик у нас находится за этим деревом. За этим деревом. Много листвы. Посмотрите, девчонки работают. Листву уносят. Каждый день тоннами просто выметают. Потому что сейчас сухой сезон. Понятное дело, листопад в активной фазе. Хотя деревья все зеленые, как видите. Текс. Перешагиваем мы через это пространство и снова попадаем к пирамиде, что ли? Ну да. А здесь, кстати, смотрите, уже вообще кирпичом выложено. Видите, здесь уже вообще кирпичом выложено. То есть перестройки, постоянные перестройки. Это вот все, что мы можем пока сказать об этом храме. Очень хорошее, мощное основание. Да, похоже, действительно, они правы насчет 12 века, потому что и барельефы были когда-то фантастические, но все у нас уже покрылось эрозией. Но на самом деле, конечно, все это выглядело, да, когда-то фантастически. Вот, посмотрите, там тоже опять фигурки. Ну и вот нижние блоки. Смотрите, как они аккуратненько пригнаны друг к другу. Вот здесь разошлись. Ну что ж, почти 1000 лет, да. Что-то где-то разошлось. Там вполне мог корень быть какого-то дерева. Эти, которые вообще просто всю вот эту вот конструкцию в сторону отвел. Деревья они, конечно, умеют. Деревья умеют. Ну да, опять мы видим пирамидальную конструкцию, которая, если честно, мало чем отличается от той, которую мы видели до этого.
Действительно. Ну, хотя, видите, а здесь здесь главный вход уже не с запада, а с востока, да, мы сейчас только подходим к главному входу, потому что у нас храмы, посвященные богу Шиве, а он, ну, по какой-то причине относится к храму бога Шивы, и они имели вход с восточной стороны, а посвященные Вишну с западной. Ну, давайте зайдем с главного входа. Да, здесь-то у нас, смотрите, как получается. У нас получается, что это какая-то пристройка. То есть вот здесь вот у нас идет барельеф, 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 барельеф. Дальше он, судя по всему, заканчивается, потому что дальше уже барельефов нет. И здесь, смотрите, тоже шел барельеф, и дальше он заканчивается, и на другом камне уже нет барельефа. То есть не просто барельеф закончился, а закончился камень, закончился барельеф, что очень похоже на то, что эти камни доложили позже. Но вряд ли это были реставраторы, потому что выглядит это все довольно-таки уже давно слежавшимся. Ну, посмотрите, тут вон опять нулевые стыки и так далее. Да, вот. Это прям интересно. Да, ощущение, что левую часть как будто бы присобачили. Везде блоки, блоки, блоки. Совсем не маленькие блоки. Вон там еще их сколько, видите? Это у нас все, значит, относится вот к этому. Ого! Вот это да! Вот это колонны. Посмотрите на вот это. Вот это колонны. Слушайте, а сколько тут метров-то? Давайте я попробую сейчас достать рулетку. Чуть больше 4 метров в длину, 80 сантиметров в ширину. Ну и, в общем-то, те же 80 сантиметров и в глубину. Ну вот, какого у нас получается веса, если учесть, что в одном кубометре 2,7 тонны песчаники, то, в общем, вот такой вес получается у этой колонны. Одна колонна и рядышком тоже другая. Причем это другая с какими-то замками. То есть они еще и разные до кучи. Вон еще одна валяется. Да тут их что-то много. Посмотрите, вот еще такая же. Вот она. Здесь, простите. Здесь, посмотрите, изумительная тончайшая обработка. Вот. Это сразу вижу наметанным глазом, да? Если вам незаметно, поверьте мне. Вот, она вот это вообще не понимаю. Это такое ощущение, что верхняя перемычка. Скорее всего, Блин, я не знаю, как можно такие огромные блоки затаскивать наверх. 4 метра, ребят. А вот здесь необработанная колонна, видите? То есть вообще непонятно, что, зачем и почему. Ну, давайте поднимемся. Это как бы главный вход. Экзотично. Вот это, смотрите, какая ступенька. А вот эта ступенька. Экзотичненько. Вот так вот рухнуть отсюда, да? Совсем не весело. Ох, ребята, куда меня только не несет. Вот мы и наверху. Значит, у нас получается хоть конструкция и стандартно пирамидальная, но к ней пристроен еще вот этот вот зал, да? Судя по всему. Вот здесь, кстати, отличное уже соединение, видите? Дверной коробки. Сейчас, понятно, все криво-косо лежит, но соединения были когда-то отличные. А что у нас с украшениями? Здесь ничего. Там вот такое ощущение, что что-то, наверное, подразумевалось, но тоже ничего нет. Вот. Спустимся вниз. Вот это вообще какое-то безобразие. Посмотрите. Посмотрите. Это вообще не похоже, да, на наши любимые мегалитические постройки. А дальше как? Тоже так же?
Но дальше не так, кстати. Дальше более-менее, но вот тут стены тоже, конечно, собраны частично из очень маленьких блоков. Непривычно маленьких блоков. А зато балясины, как всегда. Вот балясины, как всегда. Видите? Просто чудо. Чудо эти балясины. Так, ну это же я еще не зашел внутрь. Это я все еще в прихожей нахожусь, да? Такой большой. Два зала ведут нас. Ух ты, какой тут кубик лежит. Тоже музейный экземпляр, ё-моё. Вот. Посмотрите на это чудо. Посмотрите на это чудо. Но это уже приличных размеров кубик, да? Это уже большой. Давайте. Так. Давайте измерим его. Так, вы уж извините, но... Так, 53 сантиметра одна сторона этого кубика. А высоту он, надеюсь, тоже столько же. Слушайте, а высоту 51 получается, а в длину 53. А в ширину 53. То есть это не совсем кубик. В высоту он на 2 сантиметра меньше. Окей. Ну, это часть пьедестала. Опять же, разбитый пьедестал. Вот смотрите, вот часть пьедестала, вот часть пьедестала и вот часть пьедестала. То есть когда-то это все был один мегалит, который стоял вот здесь вот в центре. Вот в этой вот структуре, которой сверху, конечно же, была еще и крыша. Ну и самое шикарное, что мы тут видим, это вот этот вот лингам. Лингам, конечно, потрясающий. Вот прям потрясающий. В Анкоре, слушайте, вот таких лингамов, я даже не знаю, где еще можно такой лингам найти. И как он здесь сохранился. Учитывая то, как буддисты уничтожали эти лингамы в свое время. Так, давайте теперь с западной стороны как будто бы выйдем. И опять я что-то не вижу никаких украшений. Никаких украшений. Это так странно. Это так необычно. А вот это у нас как будто бы выход. Да, это как будто бы задний вход. И здесь отличные ступени. Ну, объясните мне, ребят, ну вот как вот они вот делают эти выводы? Вот смотрите. Они говорят, храм посвящен Шиве. На основании чего? На основании того, что нашли там лингам? Ну, так себе идея, да? Потом, у храмов, посвященных Шиве, вход с восточной стороны. Но с восточной стороны я еле забрался, а вот здесь с западной. Ступеньки просто офигенные, человеческие, нормальные, хорошие ступеньки, по которым очень комфортно ходить. Мне кажется, что ученые не то, чтобы они что-то не договаривают, они просто лепят какую-то чушь. То есть давайте я так вот навскидку прикину, я скажу, что на самом деле вход был здесь. С восточной стороны уже сделали пристройку, наверное, в какое-то более позднее время. Потому что мы видели там следы необработанных блоков, да, вернее, следы, а мы видели необработанные блоки, что я сегодня заговариваюсь. Вот. И вот эти комические ступеньки, по которым совершенно невозможно подниматься. А вот с противоположной стороны они почему-то нормальные. Вот маленькая Йони, смотрите. Маленькая, хорошенькая Йони. Ну что, давайте с другой стороны его обойдем. Вдруг мы там еще что-нибудь увидим. Ну, понятно, что все это опять же в засыпе находится, да. То есть тут еще так слой земли несколько метров надо бы убрать. Вот. Там мы видим ров. Ров как раз окружал вот эту вот пирамиду, в которой мы были до этого. И вот тот самый храм, который сейчас бездарно реставрируется. Да, рядом здесь вот эта конструкция. Но исследователи говорят, что и кур доят, понятное дело, но тем не менее я всегда должен вам приводить официальную версию. Так вот, исследователи говорят, что все эти храмы отношения друг к другу не имеют и построены были в разное
время. Ну, с этим мы, наверное, спорить не будем, потому что, а мы-то что? Мы же тоже не Господь Бог, мы же тоже не можем знать истину. Нас просто возмущает несоответствие. Ну, вот, ребята, вы занимаетесь там всю жизнь вот этим, да, а потом читаешь ваши выводы, исследования, приходишь на место и понимаешь, что нет, что-то вы не докрутили, не доглядели. Опять вот тут уже фантастический барельеф, да, опять с этой вот выборкой внутренней. Вот тут у нас фигура, там тоже выбрано все. И вот там все выбрано. Ну, нелегко, мне кажется, изготовить подобный барельеф. Вот опять мы видим внутреннюю часть, да? И розетка отвалилась. Вот она, эта розетка. Тоже не цельная, конечно. И там внутри у нас вот эти вот линии проведены. Непонятно. Ладно. Так, ну что ж. С этой стороны у нас это все так же выглядит. Ну да, посмотрите, ну явно же видно, что это пристройка. Явно же видно, что это пристройка. Вот, посмотрите, здесь вот это красивое безумие каменное. Да, все сплошь покрытое барельефами. И дальше идет вот такая вот лабуда. То есть когда-то здание вот здесь заканчивалось, вот, а потом к нему пристроили вот этот вот аппендикс. И я об этом не прочитал. Я это вот только что увидел. И это, конечно, очень печально. Потому что о таких вещах нужно писать. Вот. Ну что ж, давайте пройдем к следующей пирамиде, что ли. У нас опять пирамиды, боже мой, сколько можно. Слов нет, одни буквы. Значит, что у нас об этом храме известно? Что он как будто бы вообще был построен чуть ли не в XIV веке, как буддийский храм. Давайте посмотрим на табличку, потому что то, что на табличке, и те сведения, которые я выуживаю в сети интернет, оно часто не совпадает. Видите, здесь написано опять ранний 12 век. Ну вот. То есть опять я какую-то ерунду, скорее всего, прочитал, потому что, ну, что-то 14 веком здесь, мне кажется, не пахнет. То есть перестройка 14 века, это да, я допускаю. Кстати, шикарная лестница. Интересно, со всех 4 сторон здесь лестница. Мы сейчас поднимаемся с западной стороны. Это, говорят, буддийский храм. Изначально буддийский храм. Слушайте, ну пирамида пирамидой, чего? Пирамида пирамидой. Полное ощущение, да, вот со всеми этими камбоджийскими пирамидами, что люди приходили, находили пирамиды и сверху лепили уже что-то другое. Не знаю. Пишите, какие у вас мысли, потому что я-то никого ничему не пытаюсь научить. Это вообще какие-то довольно поздние, наверное, да, эксперименты с камнем. Я никого ничего не пытаюсь учить, я наоборот пытаюсь разобраться, поэтому мне всегда интересно, когда вы пишете свои версии в комментариях. Ну, это ж Макара. Ребят, это Макара. Что-то не сходится опять. У нас Макара вообще в 12 веке практически исчезает с барельефов. Львы. Львы с хвостом. Ну, я не знаю. Короче, начитался я какой-то мути. А другой информации-то и нет. Львы с хвостом у нас в 12 веке уже не изготавливали. Вот у нас в Анкор-Вате, да, 12 век, нет львов с хвостом. А вместо хвоста, да, вот здесь были отверстия, куда хвост уже вставлялся, вставной. Так что, ну, с другой стороны, слонов. Львов можно и принести. Да, это ж, в общем-то, не проблема. Можно из других мест принести. Это как балясины, которые очень часто не коррелируют с постройкой, с остальной постройкой. Вот. И мы видим, что это корявые камни, и потом абсолютно идеальные балясины.
Вот сверху блок упал. Господи, какой же он чернотой покрылся. Это вот отсюда. Кстати, ни замков, ничего нет. Ни замков, ничего нет. Но здесь вообще все переложено было. Такое ощущение. Ой, какие недоделки, посмотрите. Смотрите, как коряво здесь проведены линии. То есть они как бы их проводили еще, но уже не знали, как сделать это красиво. Ну, посмотрите, вот это уже не высокоразвитая цивилизация. То, что вы видели до этого, это высокоразвитая цивилизация. Вот это все уже, да? Вот это уже все. Вот тут 14 век, я бы не спорить не буду, но само основание это зачем вы туда отнесли? Основание это шикарное. Ну что, с какой стороны поднимемся? Давайте так, чтобы нам солнце светило в спину, а не в камеру. Так, ну что, давайте тогда поднимемся, получается, у нас с южной стороны. С южной стороны. Крестообразное здание, необычное немного. Я вижу, что в плане оно крестообразное. Здесь у нас сразу эту ступень пирамиды изучим. Смотрите, какие кривые линии. Вот это не высокоразвитая цивилизация, а ее остатки высокоразвитой. Те, которые еще пытались, но уже не могли. Вот, еще пытались, но уже не могли. Давайте поднимемся. Чё уж. Ступеньки супер удобные, прям вообще. По таким ступенькам можно подниматься хоть километр. О! Установлен блок, но барельеф не выбит. Установлен опять же как попало. Посмотрите, здесь они пытались изготовить колонны. Видите, как сначала устанавливается блок, а потом делают колонны. Но вот здесь вот реально прям зубилом и молотком. Зубилом и молотком. Вот постамент. Постамент явно откуда-то притащили, потому что он когда-то был хорош. Это я вижу. Да. Откуда-то притащили. Или нашли здесь на месте. Да? Может быть, здесь было какое-то разрушенное строение. И... Ой, какая красота, смотрите. Будды. Я читал об этом, что это подозревают, что было сделано в 16 веке. Хотя 16 век сейчас повсеместно в Камбодже переквалифицировался в 15-й, да? Ну, то есть это, говорят, что это поздняя история. Поздняя история, не времени строительства храма. Вот они, Будды. Да, уникально. Такого, ну, всякое видел, в принципе. Похожее что-то видел, да, не сказать, что такого не припомню. Ну, камера, конечно, сделана. Ну, действительно, слушайте, 14 век, наверное. Посмотрите, сами мегалитики маленькие. Вот эти дверные коробки. Никаких угловых... есть угловое соединение, наврал. Все-таки угловое соединение есть, но все равно все коряво сделано. Видите как? Коряво-коряво. Да. Удивительно. Ну и сверху еще был карниз. Да, то есть там какая-то, очевидно, крыша была. А что мы тут еще можем посмотреть? Вот пол из таких маленьких. А что это, кстати, кирпич или песчаник? Можно как-то понять. Я не знаю, как это понять. Слушайте, реально размер кирпича, а цвет такой, что можно подумать, что это песчаник. Здесь у нас с колоннами опять тоже безобразие. Опять нет барельефа. Ой, ну так необычно. Окно заложено, кстати. Ну, возможно, что заложено уже и при строительстве. 14 век у нас время какой-то катастрофы природной. Ну, там непонятно, 13, 14, 15 века, в общем. Так и не смог я понять, в каком точно веке, вернее, была эта катастрофа, в результате которой было похолодание. И они начали массово
утепляться. Начали массово утепляться. Ничего удивительного, ребят. Сейчас вот такая холодная зима. Слава богу, в прошлом году была очень жаркая, а в этом году прям очень холодная зима. И я так представляю себе, если еще бы на 10 градусов похолодало, то мы бы тут все вымерзли нафиг. Ну, все схоже, видите, все схоже. Такие же заложенные окна. Ну, тут вопрос, да, зачем вы тогда делали окна? Для красоты, наверное, да, посмотрим. Для красоты или нет? Это же легко понять. Ну да, для красоты, кстати, смотрите. Потому что здесь же у нас стоят вот эти фантастические балясины, которые никак не хотят коррелировать вот со всем этим безобразием, которое мы только что увидели, да? Ну, посмотрите, как ужасно. Вот это окно изготовлено. Смотрите, как ужасно. Просто ужас, ужас, ужас. Ну, а вот и у нас тут же рядом, вернее, тут же в этом окне стоит балясина, к которой придраться, ну, тут вообще не к чему придираться. Ну, кроме того, что она вся эродировала, уже старенькая, ибо. Я и говорю, балясины брали они где-то в другом месте. А вот высота этой пирамиды, посмотрите, я высоко довольно-таки нахожусь. Еще не факт, что эта пирамида не уходит под землю. Да? В Камбодже очень много храмов полностью скрыто под землей. И это не альтернативная какая-нибудь история или еще что-то. Это факт. Это факт. Так, прекрасно. Опять лев был с хвостом. Да, какой же это у нас 12 век? Ну, они бы хоть сами себе бы не противоречили, потому что сами же они, это же не я придумал, что львы в 12 веке потеряли хвосты, ну, в кавычках. Не я же это придумал-то. Соответственно, сами себе противоречат. А, вот еще один спуск, да? Давайте полностью уже спустимся. С южной стороны, получается. Вот. Ну, тут непонятно, возможно, какая-то стена была. Да, стена какая-то из камня, причем сложенная очень безобразно. Вот как раз времени 14 века. Ну и вот эта пирамида, основание ее. Ну, кстати, тоже из довольно маленьких блоков-то. Хоть она и показала, продемонстрировала во времени свою устойчивость, но блоки-то у нас довольно маленькие. Но сама конструкция, как видите, вполне себе достойно выглядит. Ну и за ней еще есть какая-то платформа небольшая. Небольшая платформа из латерита. Здесь я вижу вот эти закладные камни, кстати, старые, которые по периметру храма всегда расположены. Вот они еще по два, да, то есть это тоже какая-то была храмовая постройка. Да, ну вот этот вот храм, он вообще не имеет никакого обозначения, то есть вроде бы как относится к группе Преа-Питу, но никак на плане Преа-Питу не обозначены, буковки тоже не имеет, но вот, как видите, судя по камням, храм здесь был. Да, ну вот то, что касается этой пирамиды, она и имеет литеру X, да, под литерой X она обозначена. И храм называется сейчас Татуот. Я, по-моему, не упомянул это в начале, ну, вот, потому что я сам восхитился этой чудесной пирамидой, да, и забыл вам сказать. Ну, давайте вот этот еще безбуквенный посмотрим, что здесь. Здесь практически ничего нет, да. То есть это, возможно, у нас постройка 16 века, потому что, посмотрите, камней вокруг нет. Есть какие-то небольшие блоки, вот, небольшие каменные блоки, а больше ничего. То есть это, судя по всему, наверное, какой-то храм 15 века, который был деревянным, а основание у него было из латерита. Не только латерита, кстати, вот и песчаник. Ну, скорее всего, они опять же разбирали старые храмы и строили уже вот эти вот новые буддийские. Ну, как они совершили с той пирамидой. Такую же безобразию. Тут вот они
что-то понасобирали. Ну, я уж не знаю, это, наверное, реставраторы. Это, наверное, реставраторы. В общем, ничего тут такого особенного нет, кроме вот этого чудесного постамента в виде лотоса. Ну, это вот что-то от старых храмов, очевидно, было найдено. Вот. Собственно, остался у меня тут еще один объект под буквой Y. Давайте попытаемся его обнаружить. Ну, тут у нас водоем, да, в общем, водоемы, они у нас характерны для всех построек в Камбодже, которые мы условно называем храмами. Почему, зачем такое количество водоемов? Ну, сложно сказать. Но с другой стороны, и в современных буддийских храмах есть водоемы, да, но с другой стороны, это может быть уже и карго-культ, согласитесь. Современные водоемы в буддийских храмах. Ну, раз раньше были, то значит и сейчас будут, что называется. Так, давайте посмотрим, прогуляемся по этому лесочку. Что у нас здесь? Что я на дне водоема бывшего, судя по всему, сейчас нахожусь. В общем, не очень понятно мне схема расположения. Ну, давайте мы вспомним, что мы находимся сейчас в Анкор-Томе. И вот этот вот Анкор-Том у нас, он был как Венеция, да, то есть везде были каналы. Поэтому многие углубления здесь, это как раз бывшие каналы. Ух, какая красота. Смотрите. Вау. Круто было бы еще гиббонов увидеть, но боюсь, что нам не повезет. Их обычно слышно уже заранее, они очень громко кричат. Вот он, Кандок-Ек, опять ранний 12 век. Итак, что же нам известно об этом храме, который носит букву Y на плане? Ну, известно нам, в общем-то, только то, что это, скорее всего, опять же, начало 12 века. Да, то есть, очевидно, все-таки застраивали-перестраивали массивно вот это пространство где-то в начале 12 века. Ну, или хотя бы, скажем так, во время строительства Анкор-Вата, потому что кто его знает с этим 12 веком. Ух, какие тут уже пошли интересные демоны. Ого, смотрите, красиво, красиво, демоны. Здесь у нас опять же водоем. Водоем к северу от храма, большой водоем. Ну, а здесь посмотрим, что это. Необычный тоже храм, потому что он вытянут в длину, не имеет креста в плане, как мы уже привыкли. Ну, я тут вообще вижу какое-то безобразие. Вы что, реально думаете, что это 12 век? Вот здесь вы думаете, что это 12 век? Ага. Так, здесь у нас какой-то шикарный барельеф. Да. Так, сложно сказать, что это. Битва при Курукшетре, конечно, похоже. Да, где две армии сразились друг с другом. Возможно, не знаю. Ну, сложно по таким отрывочным барельефам что-то восстанавливать. Так, ну здесь у нас, конечно же, бог Вишну наверху, да. Ну и какие-то тут внизу истории. Лошади размером со слона. Думаете, они не знали пропорций? Я вот так не думаю. Кажется, с пропорциями у них все было прекрасно. Так, там наверху у нас битва Сугривы и Вали, или Бали. Можете почитать эту историю про двух обезьян. Интересная, да, внизу тоже фигурки обезьян. Здесь у нас так называемые кругляши, да, с различными животными. Кстати, тут-то нет никаких динозавров. Было бы забавно обнаружить, да? Но нет, здесь уже морского конька только вижу. Остальных вообще сложно распознать. Колонны.
Да нет, кривенькие, конечно. Когда такая эрозия, с первого взгляда не понимаешь, потом приглядываешься, видишь, да, что все кривенько. Ну, опять у нас, видите, какая-то, очевидно, ступенчатая была конструкция. Скорее всего. Но не буду тут ничего говорить, потому что я ничего тут не копал. Может быть, просто насыпной холм. Может быть, и просто насыпной холм. Но так как у нас очень много засыпов, да, поэтому вот так вот посмотреть и сказать: ах, это пирамида. Или ах, это насыпной холм. Ну, сложно. Здесь у нас опять такие мощные барельефы. Кстати, посмотрите, вон какие перемычки. Видите, вон они, перемычечки. Вон она, перемычечка. Вот зачем они их делали? Это же часть какого-то технологического процесса, не иначе. Ну и совершенно кривая, при этом фальшивая дверь. Очень хреново сделано, очень хреново сделано. И над ней вот такой шикарный барельеф. А храм, говорят, посвящен Вишну. А меня почему-то смущает отсутствие двери. Ну, мы на западной стороне сейчас находимся. Вход в храмы Вишну находится на западной стороне. Здесь вход совершенно четко с восточной стороны. Зачем они опять? То ли они врут, то ли что. То ли все-таки бывали исключения, и храмы, посвященные Вишну, имели ориентацию на восток. И они, ну, возможно, да? Возможно, потому что у этого храма-то явно вход был только с этой стороны. Ну, в смысле, с противоположной. С противоположной. Здесь-то тоже у нас остатки барельефа. Да. В общем, загадочная опять конструкция. Внизу все как подразвалено. Ну, тут опять же, да, видите, деревья-то как они уничтожают храмы. Я вам точно говорю, большинство разрушений можно списывать на деревья спокойно, вообще без проблем. А я спущусь здесь, о, Господи, я здесь только если скачусь. Ну тут из этого холма, насыпного, не насыпного, непонятно. В общем-то ничего не торчит. Кстати, я там прозевал какой-то барельеф. Давайте все-таки поднимемся и посмотрим, что там изображено. Ой, ну ладно, можно было и не подниматься ради этого. Ничего интересного здесь на барельефах нет. Что здесь у нас получается? Ну вот такой большой зал входной, да, вот вход с восточной стороны. И дальше у нас идет святилище. Вернее, прихожая и святилище. Святилище мы еще не были, оно, посмотрите, как сделано. Снаружи песчаник, изнутри еще и латерит. Зачем? Я что-то таких конструкций не припомню. А между песчаником и латеритом сейчас просто какая-то земля. Здесь просто какая-то земля. Было ли это также задумано? Ну здесь уже просто латерит, песчаник мы уже не видим, он уже там где-то остался. А вот это уже бетон французский. Ну я так условно говорю французский, в французском стиле, так сказать. Ну и крохотный кубик, маленький крохотный кубик, это кусочек крыши каменной. Да, крыши были всегда каменные, заметьте. Все, я выхожу отсюда. В общем, место, конечно, удивительное, но загадочное. Это что за... Это бетон французский. Бетон французский. В общем, вот такие эти храмы группы Преа-Питу. Так, друзья, и еще я прочитал в этих интернетах, что на северо-восточном углу вот этого вот водоема, да, который как будто бы примыкает
к этому так называемому храму тоже есть что-то. Что там, я так и не понял, но давайте попробуем пройти. Я вижу просто, что туда ведет тропинка. Так что возможно, что там действительно что-то и есть. Надо было, конечно, взять мотобайк и на мотобайке туда проехать. Но... Ну ладно, пройдем пешком. Вот он водоем. Вот он водоем. Ну, все, конечно, заросло. Понятно, что тут были и ступени, в общем, чего тут только не было. Даже терраса, наверное, была какая-то, потому что просто так вот таких вот водоемов не делали. Ну, до, там, скажем, условного 15-16 века. Тогда уже, да, могли вырыть просто яму. А в то время, непонятно в какое, да, скажем, 10, 11, 12 век, водоемы все-таки все были обложены латеритом или песчаником. Ну, большинство водоемов-то у нас вообще, в принципе, отсутствует. По причине того, что они были засыпаны, но их видно на снимках с лидара. Вот, их была действительно тьма. Ну вот, я же не наврал вам, вот вам кусок латерита, пожалуйста, лежит. Ну, то есть это часть облицовки, судя по всему, этого водоема. Я думаю, если вокруг обойти, там можно много чего увидеть. Да я уже отсюда вижу. Да. А здесь мы, ух ты, а здесь мы видим курган. Это интересно. Курган. Значит, здесь либо какой-то храм, либо вообще, возможно, даже доисторическое захоронение. Такое в Камбодже тоже случается, но просто так этот курган не образовался. Он довольно далеко туда уходит, а тут вот только мне не пробраться. Сюда еще метров 10, как минимум, в высоту. Но вообще любой курган в Камбодже, да, это либо остатки храма засыпанные, либо вообще может быть даже курганное захоронение по типу даже скифских. В общем, тут о доисторической Камбодже я еще буду много рассказывать. Ну а здесь найдены были вот такие артефакты. Посмотрите, два опять шикарных лингама. Ну, один не очень сохранился, а вот этот прям красавчик. Ого-го! Гладенько-то как, господи. Ничего себе. Ну и постамент. Постамент уже, он точно был где-то под землей, да еще и постоянно под водой. Очевидно, под влажной землей находился, и в итоге коррозия сумасшедшая. А здесь мы видим, это у нас, очевидно, Вишну. Вишну с двумя дамами или... Вот это дама, да, вот это дама однозначно. Это тоже дама. Вишну с двумя дамами. Окей. Ну и вот такой вот элемент от йони для стока воды. И этот элемент, как правило, выводился за пределы храма, за стену храма. Ну здесь вот еще какие-то обломки чего-то. Да. А дальше нам уже не пройти, дальше прям только с мачете. Ну и смысла, наверное, особого нет туда идти. Ну что ж, друзья, на этом, пожалуй, все. Я вам, наверное, все показал из того, что хотел в этой группе Приапиту. Подписывайтесь на телеграм-канал Друг Аркадий, чтобы нам с вами не потеряться. Ну и оформите подписку на Бусти, если можете себе это позволить. Ну, сумма небольшая, 200 рублей, но это очень сильно поможет нашему каналу, потому что стоит это все очень больших денег. Вот. Ну а пока-пока.